Такой замечательный пирог. Большой, умеренно сладкий. Не очень сложно печется. За 3 часа и будет у вас такой замечательный пирог. Очень мягкий. Сначала делаем опару. Берем 40 грамм дрожжей свежих. Если будете брать сухие, берите в 3 раза меньше. Сахар, немножко муки и 300 грамм теплого молока. Соединяем и делаем все однородной массой. Когда перемешалось, затягиваем пленкой и оставляем для поднятия. Минут на 30-40. Опара подошла. Смотрите, какая красивая. Значит, дрожжи хорошие. Будем работать дальше. Снимаем 2 яйца. 100 грамм йогурта. Йогурт натуральный, без добавок. 150 миллилитров растительного масла, без запаха. Перемешаем. Вливаем нашу опару. Все перемешиваем. Да, еще чайную ложку соли. Замешиваем мягкое эластичное тесто. Для вымешивания я воспользуюсь миксером планетарным. Буду вымешивать минут 10. Видите, отстает, значит, перемешалось. Видите, какое эластичное мягкое тесто. Тает в руках. Все, теперь его оставляем, чтобы оно подошло в 2-3 раза. Накрываем. Прошло 40 минут. Смотрите, как выросло хорошо тесто. Подпыливаем поверхность. Сейчас мы его разделим на 2 части. Подкатаем каждую часть в шарик. И эту каждую часть разделим на 8 частей. Равные части должны быть все. И каждый этот треугольничек подкатаем в шарик. Второй тоже делим на 8 равных частей. Оставляем минут на 15, чтобы потом было легче нам раскатывать. Так, 15 минут прошло. Сейчас будем раскатывать и смазывать маслом. И раскатываем такие небольшие лепешки на маленькую тарелочку. Вот на такую. И слаживаем.
Разлаживаем друг на друга, припыливаем мукой. Все, 16 штук раскатали. Теперь берем каждую и смазываем маслом. И слаживаем один на один. Все, последнюю не смазываем. Отлаживаем. Занимаемся вторым столбиком. Следующие 8 смазываем в таком же порядке. Отлаживаем, а эту раскатываем. Раскатываем на ширину нашего противня. У меня 26 сантиметров. Разрезаем на 8 равных частей. Слаживаем наш противень нахлёст. Занимаем половину. Вкладываем остальные. Если у вас будет противень шире, будет лучше. Накрываем и оставляем подняться. Сейчас мы его смажем яйцом. Добавила молока и размешала. И посыплю грецкими орехами измельченными для украшения. Можете посыпать любыми семенами, кунжутом. Желательно черным кунжутом. Даже можно маком. Я решила еще немножко сахаром посыпать, так как он у нас не очень сладкий. Во всем пироге всего 2 столовые ложки сахара. Это очень легкий пирог. Его очень легко делать. Будем выпекать 20 минут при температуре 200 градусов. Потом температуру уменьшим до 180 градусов. И допечем минут 20. Вот такой он красивый получился. Огромный, очень вкусный. Вау, какая прелесть. Очень вкусно. Поставьте лайк, кто досмотрел до конца. Поделитесь с друзьями. Напишите комментарии. Очень вкусно.